Здравствуйте, мои хорошие, и добро пожаловать в Make You Content. С вами снова Виолетта, и сегодня мы будем делать заготовки для юбок в Marvelous Designer. Пардон. Я, правда, тренировалась правильно произносить его, но пока не получается. Да, вы можете обойтись и без заготовок, без шаблончиков, но тогда у вас будут либо облегающие юбки, либо юбки, с которыми вам придется очень много повозиться, потому что складки будут зачастую не очень хорошо ложиться. А уж если говорить о каких-то сложных юбках, многоуровневых, пышных, то тогда без заготовок не обойтись. Во вкладке Create находим циркуль. Он довольно большой будет, особенно если вы используете тело из какого-нибудь кита для SL. Если у вас еще нету никаких тел, если вы их еще не получили или даже не планируете, потому что вы не из SL смотрите, то вы можете скачать любое тело из интернета и сделать по нему. В принципе, зачастую оно подойдет для МДшки. Можно будет потом на глаз подогнать. Или вообще сделать примерную форму по образцу того, что мы сейчас сделаем. Сужаем через S-ку, как уже мы учились, размер менять, чтобы было примерно такой формы. Теперь переходим через таб в режим редактирования, нажимаем E и английскую, и русскую. Нам нужно, чтобы оно было четко по оси Z, поэтому поднимаем по оси Z. И чтобы потом не особо париться, думаю, где-то вот до уровня колен поднимем и здесь сузим. Снова ишку английскую, немножечко по оси Z поднимаем и сужаем через S. Можно ввести прямо в тело, потому что в принципе нам не нужны особо сильные переходы. По S нажимаем S и Y, сузим, чтобы был больше овал, а не круг, потому что нам круг не нужен здесь. И втапливаем в тело еще больше, вот, чтобы был относительно такой плавный переход. Но пока что у нас юбка довольно такая грубая, мы ее сейчас подровняем. Через Alt зажатый выделяем, чтобы у нас вся окружность была, Ctrl-B и растягиваем. Как мы уже изучили, колесиком можно накидать дополнительные грани. И примерно, ну, думаю, вот как-то так должно хватить, чтобы юбка была такая достаточно логичная по форме. Вот здесь нижний мы выделяем и через X удалить только грань, потому что нам она здесь не нужна. Через таб выходим, обязательно нажимаем сглаживание на нашем объекте. Все еще довольно топорно. Вот эти вот все углы, которые здесь есть, они отобразятся потом на ткани, которая у нас будет в МДшке. Поэтому нам нужно немножечко это дело сгладить. Попробуем через Subdiv. Да, вполне себе применяем. У нас получилось 1500 треугольников. В принципе, этого нормально. High-poly нам здесь не нужна, потому что будет тогда лагать МДшка. На всякий случай сделаем материал. Я лично не помню, надо ли его, но на всякий случай сделаем. Такая у нас заготовка получилась. Она хорошо подойдет для пышных юбок. Мы ее назовем единичка, допустим. Кроме этой юбки я хочу сделать еще одну заготовку. Можно не увеличивать далеко экран, просто тогда нужно будет несколько раз вот так сделать. Хочу сделать, не помню, как эпоха называется, честно. Думаю, если я вот сейчас настрою, вы, возможно, даже узнаете эти юбки. У них такие бока широкие.
выглядит интересно. Вот такую юбку без заготовки сделать будет довольно сложно в МД. Опять такие же операции повторяем примерно где-нибудь здесь. Они идут почти прямо вверх, но я хочу сделать ее немножко более заужающуюся под реалии SL. Где-нибудь так. Так, и тут тогда по X уже пойдет сужение сильное. Я думаю, здесь по Y. Там, где мы не видим, через X можно просветить. И нам нужно опустить где-нибудь до уровня талии примерно. Можно еще немножко через Y. А вот и через X немножечко растянем. Вот. Теперь через Alt и Ctrl-B. Здесь я хочу сделать такой вот более так, что вышло. И, наверное, все-таки сделаем больше, более ровно, потому что так оно смотрится не очень. Почти ровно, слегка расходясь к краям, чтобы было. Здесь опустим чуть-чуть. И теперь через вот этот вот Enable выбираем вершинки. Допустим, где-нибудь через C-шку. И через X просвечиваем, через C-шку подсвечиваем нужные. Вот примерно эти части я хочу их приподнять. Колесиком крутим. Да, примерно так. 5 через так. И вот так примерно сотрем. Здесь я хочу, чтобы наоборот опустилась. Хочу сделать такую вот наподобие сердечка, немножко вырез, чтобы был. Здесь у нас недостаточно полигонов, через Ctrl-R. И, наверное, даже я 2 сделаю здесь вот так, чтобы было больше. Здесь вот так накинем. Да, думаю, примерно вот такого вот формата я хочу. Можно немножко здесь еще опустить, чтобы поровнее потом ложилась ткань. И, например, где-нибудь здесь через Shift, Ctrl, так, даже, наверное, сделаем так, чтобы у нас была такая более выдающаяся задняя часть. Так. И можно немножко посередине еще тоже вытянуть немножко. Наверное, тоже кусочек пошире сделаем. У нас довольно лоупольно, поэтому, чтобы красиво двигалось, лучше выдвигать зонами целыми. Вот, у нас получилась такая вот пченция. И тоже делаем в тулзах смуз. И теперь сабдивы накидываем. У нас вот тут еще все равно идут уголки такие нехорошие. Можно попробовать их гладить таким методом. Нет, все равно идут довольно грубые. Можно попробовать тогда накинуть. Да, вот так получше, чтобы... Тут мы тоже можем наблюдать небольшую такую выемку нехорошую. Это потом может отразиться у нас на ткани тоже. Так вот получше. Либо, теперь применив это, мы можем зайти в скульпт. Здесь выберем сглаживание смуз.
Немножко побольше радиус. Симметрия проверяем включено. Зажимаем Shift и немножечко разгладим. Да, вот теперь получше выглядит это место. Можно, в принципе, бок немножко подгладить. Вот, у нас получилась такая заготовка юбки. Это у нас будет 2. Теперь идем тестировать. Чтобы достать эти юбки, нам нужно нажать «Файл», «Экспорт», «OBJ». Здесь мы выбираем Select Only, то есть только выделенное. И напишем, допустим, вот у нас Legacy юбки. Это у нас было тут юбка 2. Экспортируем. Теперь здесь глазик включим, потому что мы ее выключали. Экспорт, OBJ. И чтобы не списать заново юбка или не менять вручную двойку, мы можем здесь просто нажать минус. У нас будет здесь юбка 1. Экспортируем. Этот файлик сохраним. У меня заготовочка под него сохранена. Сейчас я нажму паузу, запущу программку MD. И мы посмотрим, что из этого выйдет у нас. Да, запись пошла. Теперь файл, импорт, OBJ. Выбираем нашу папочку. Где юбки. И загружаем. Ах, да. Сначала же нам надо загрузить тело. Пардон. Загружаем наше тело. В параметры Scale размер мы выбираем автосcale, то есть авторазмер. Тут вот я его все-таки нашла. Нажимаем ОК и ждем немножко. Вот у нас тело появилось. Теперь нам к этому телу, но правда немножко не то, которое я использовала для заготовок, но поскольку у нас юбка будет пышная, это не особо влияет. Теперь через импорт мы добавим наши юбочки. Добавим только одну. Начнем с простой. Тоже автоматический размер. Не прожалась. Он немножечко поматерится на то, что у нас не Т-поза, не А-поза, без всяких привязок. Это пофиг. Да, мы забыли сделать добавление. Здесь есть импорт просто и импорт добавить. Вот мы сделали немножко не тот импорт. Посмотрим, отмена. Нет, отмена на это не действует. Я хочу сделать все-таки... Делаем сейчас так, закрепить. Просто я немножко волнуюсь, что возможно, если мы загрузим сначала юбку, а потом аватар, то возможно у нас собьются размеры. Так, если у вас выскакивает эта штучка, отключать ее здесь. Вот тут вот. Поэтому теперь импорт добавить. Вот. Иногда теряюсь в собственных папках. Автоматически. И окей. Да, теперь все работает отлично. Юбка у нас идеально вписалась в нижнюю часть. Там, где у нас пол проходит, она прям идеально вписалась. То, что ноги вылазят, это не страшно. Они нас сейчас не особо волнуют. Для удобства можем немножко подкрасить аватара и нашу заготовочку. Ну, допустим, как-нибудь вот так. Ладно, пусть будет серенький. Чтобы они отличались по цвету от нашей ткани. Теперь возьмем какой-нибудь, допустим, эллипс. С шифтом зажатым сделаем круг. Отлично. Теперь подставим его примерно на середину.
Можем посмотреть еще, какой он получился по размеру. В принципе, он даже получился больше, чем наша юбка. Опять же, с зажатым шифтом. Так примерно можем окружность подогнать. Да, не с шифтом, а просто за уголки достаточно хорошо. Вот, примерно так на глаз подгоним, чтобы у нас оно не особо сильно большое было, потому что я хочу без сильных складок, чтобы это было. Переворачиваем аккуратненько. И примерно намечаем, где у нас он будет. Допустим, как-то вот так. Я не особо сильно сейчас все объясняю, потому что, в принципе, то, что я сейчас делаю, это все на основе того, что я вам уже рассказывала, просто с некоторыми добавлениями особенностей. Здесь мы тоже выбираем эллипс. А нет, не эллипс. Сначала нам нужно создать навигационные точки, чтобы у нас получился идеально централизованный круг. Двойным кликом завершаем это все. Теперь эллипс тоже с шифтом зажатым, без разницы, где мы его начнем. Но не... Хотя, наверное, не с шифтом. Нам же овальчик больше нужен, поэтому где-то вот такой формы примерно. Без разницы, где мы его начнем, потому что мы будем централизовать по нашим осям, которые нарисовали. В принципе, почти идеально поставили. И можно сократить немножко. Так примерно сделать. Нам он нужен небольшой. И немножечко вперед его выдвинем, потому что на заднюю часть больше зачастую приходится. У нас как бы скат на задней части получился достаточно ровный, но если более по правилам, то тут нужно было немножко подрезать, сюда больше вывести заднюю часть. Это было бы тогда более логично и правильно. Но для каких-то юбок, где у вас нужен прям такая почти шарообразная, там более такая пышная, то возможно и такой вариант подойдет. Смотрите по ситуации. Здесь нам нужно вырезание без сшивания. И направляющие пока оставим, но скорее всего они нам не пригодятся. Нажимаем пробел. То, что у нас руки проходят, это не страшно. В итоге все-таки получилась короткая. Да, тогда сделаем отмену, пожалуй. Чтобы у нас опять все сшилось. И сделаем тогда ее побольше. Раз она у нас короткая, значит, делаем побольше. Здесь уменьшаем разрез и примерно централизуем, так же как у нас было. Вырезаем. Это мы удаляем, и в этот раз я хочу сделать еще резиночку настроить. Наверное, не так, а вот так выделить. Почему-то не подсвечивается настройка резинки. А вот она. Тут я странно подтупляю немножко. Вот у нас эта резиночка. Оставим пока что по умолчанию. И сразу берем вот эти направляющие. Они нам не нужны будут. Нажимаем симуляцию. Вот, в этот раз у нас получилось все намного лучше. Ручки вытаскиваем аккуратно.
И как видите, у нас получилась довольно классная юбка. Если сейчас на нее накинуть какую-нибудь особую ткань в настройках ткани, чтобы симуляция шла более интересно, там более тонкими складками или наоборот более грубыми и объемными. Также если накинуть, чтобы полигонаж был не такой крупный у сетки. Вот это, по-моему, да. Ну, у нас, в принципе, для такой сетки, для такой юбки, это, в принципе, даже сейчас полигонаж неплохой. Даже в официальном ютубе МД ролики они там выпускают с уроками и мучаются с этими вкладками. Это выглядит крайне нелепо, честно говоря. Вот. У нас получилась такая пышная юбка. Если мы все-таки хотим, чтобы у нас было поменьше складок, чтобы она легла более равномерно, то тогда нам уже надо сделать направляющие и подрезать это дело. Может быть, даже не симметрии, а какой-нибудь большой кусок вырезать вот так, например. Немножко неровно. И с этой стороны. Вырезаем. Удаляем. И сшиваем. Возможно, хотя нет, они не симметричны, у нас здесь немножко меньше, чем спереди, это только пополам делить, если симметрично, чтобы сделать. Вот, мы таким образом немножко сократили. Ну, даже так, видите, у нас все равно немножко лесенка пошла, надо было, наверное, второй уровень сабдива вставить, чтобы было не так сильно видно это все. Помимо этого мы можем сделать небольшое надувание, чтобы найти его в этой версии. По-моему, это. Сейчас проверим. Да, надувание вот пошло, но мы переборщили. Короче, эта настройка, как вы видите, дует снизу на вашу модель, и у вас может получиться юбка, даже если вы делаете без заготовки, вы можете сделать юбку путем некоторого поддувания под нее. Попробуем на единичку в этот раз, потому что 5 это прям совсем много. Это тоже многовато. Тогда сделаем 0,2 примерно. Немножечко отошло от нашей заготовки, но этого маловато будет. Тогда 0,4. Ой, получилось не в ту сторону. 0,4. Тоже мало. Как видите, вот до единицы у нас... Так, почему не хочет выделяться как надо? До единицы у нас довольно такое слабое отображение чувствительности, а после единицы прям аж сильно надувает. Также на это может влиять настройка ткани. Если мы сейчас поставим что-нибудь из шелка, например, то оно уже будет по-другому себя вести. Здесь, да, наверное, подошло бы что-нибудь из вот
этого катон канвас, наверное. Да, вот тут уже пошли более интересные складочки, ткань начала вести себя более интересно. Из этого может получиться какое-нибудь вкусное такое платье. Симуляция, конечно, не всегда хорошая. Можно попробовать навести на стрелочку симуляции и выбрать вот этот вот вариант с более быстрой симуляцией. Для выгрузки она не подходит, но именно для настройки может подойти. Она более быстро работает. Как видите, у нас сразу стала ткань более быстро реагировать. Но симуляция складок здесь идет не такая качественная, как в режиме Normal. Вот, у нас достаточно вкусненькая уже юбка начинает получаться. Собственно, с заготовками работать примерно так. Помимо этого вы можете накинуть здесь с помощью эллипса. Давайте сделаем это. У нас почти идеальный круг, сколько я помню. Немножко выше круга. Да, примерно где-то так. Если настроить, да. И здесь мы тогда он не хочет реагировать, потому что мы начали вести отсюда. Хорошо, не проблема. Тогда мы выделим эту часть. И здесь сделаем еще один эллипс. Этот будет уже идти для нашей другой части. Передней. Только почему-то он все равно переагривается. Ладно, мы сделаем по-другому. Мы нажмем вырезать и сшить. Здесь. Теперь создадим новый. Видимо, надо начинать отсюда. Надо было снизу просто начинать. Это на что? Небольшая ошибочка. Так, ну и почти ровно получилось. У нас тоже сделаем вырезать и сшить. Зачем я это сделала? Все просто. Вот эти части мы сейчас берем и расширяем. Безбожно расширяем. То, что у нас они поплыли, не страшно. Эту часть мы заморозим. Для удобства работы с выкройками примерно так накинем их. И выберем, наверное, вот этот. Нет, не подходит. Ладно, они оба реагируют так. И повернем это дело поближе. Чем ближе вы расположите свои куски к нужному месту, которое сшивать будет уже, тем лучше, потому что тогда будет меньше багов во время сшивания. И нажимаем проиграть. На секундочку оно все равно забагало. Но в целом получилось неплохо. И нам нужно здесь убрать полностью надувание, потому что оно будет здесь мешать нам. Как видите, стирается ткань. Пожалуй, мы, наверное, на эту ткань делаем здесь копию. И нанесем сюда немножко другую ткань, более такую вот податливую. Не такую воздушную, как у нас на верхней части. У нас есть некоторые такие баги.
Ну, это можно все вытянуть. Пока у нас юбка верхняя заморожена, мы можем достаточно спокойно вот эти вот части тянуть и не бояться, что у нас что-то сильно поедет. В некоторых местах у нас, судя по всему, сшивание забагало. Мы можем это посмотреть. Визуально вроде бы все в порядке. Но я на всякий случай хочу удалить и сделать через свободное сшивание. Потому что мне кажется, что там есть некоторый баг. Надеюсь, я правильно сшила половинки. И немножечко отдалим это дело. Снова. Возможно, нам больше подойдет для этого нормальный режим, чтобы оно не так сильно багало. Да, вот в обычном режиме оно не так сильно забагало. И теперь, когда мы разморозим нашу основную юбку, мы сможем править все в целом. Для создания какого-то волшебного эффекта можно поднять часть юбки и закрепить через спины. Ну, не только для волшебного эффекта, а в целом, если вам это нужно. Даже просто... Что немножко забагало. Даже просто, чтобы складки новые сделать как-то, можно вот так вот все растягивать, местами закреплять. И все, у вас получится юбка. Если вы собираетесь сделать полноценный риг со сгибанием ног, вообще, в принципе, риг на ноги собираетесь сделать у такой юбки пышной, то постарайтесь, чтобы спереди и сзади посередине между ногами не было особо сильных складок. Потому что тогда у вас, скорее всего, они будут ломаться очень сильно. Постарайтесь сделать красивые складки вот так вот по бокам, но не посередине. Как-нибудь максимально разгружаете эту зону, насколько это возможно. Тут некоторые складочки создаются, но можно их тоже как-нибудь раскидать. Примерно так. Иначе на этапе рига у вас будут очень большие проблемы. Причем раскидывать надо так, чтобы это было не особо бросающимся в глаза, чтобы складки не имели больших дыр каких-то, а было все достаточно логичненько, красивенько. Просто вот такие вот небольшие пробелы. Но они должны быть достаточно логичными. Без переизбытка ткани в одном месте и дырок в другом месте. Допустим, здесь уже какая-то не очень логичная дырочка получается с большой складкой здесь. Их вот растянуть надо. Вот, получается примерно такая юбка. Вы можете также накинуть здесь дополнительные слои. Я пока сохраню это, нам это пригодится еще. Когда мы будем риг проходить, это вот первая наша юбка. Вы можете накидать дополнительно здесь слои для швов, короче. Вот эти вот шовчики вы можете еще накидать их. Делать, допустим, вот накидываем здесь. Ой. Вот он будет идти примерно почти симметрично. И теперь с нижней стороны, чтобы он привязался к нижней выкройке, примерно настраиваем, чтобы он был почти идеальной формы, совпадал. Вот.
Здесь мы не будем делать вырезание. Мы просто отодвинем это, пожалуй. Потому что так будет удобнее. Да, это тут. Вот. И сделаем копии. Наверное, сначала зафризить все это надо, чтобы не сломать. Здесь мы делаем копии. Ctrl-C, Ctrl-V. Сделаем их прямо здесь. И приподнимем. Также нам надо их разморозить. Вот он, фриз. И немного уменьшить размер, потому что у нас это верхний ярус, он уже идет не такой большой. Поставим их, например, где-нибудь здесь для удобства. Так вот как-нибудь. Нижний ярус. Старайтесь организовывать свои слои, чтобы вам было работать потом удобно, ориентируясь, где что находится. И теперь нам нужно это все дело пришить. В принципе, мы можем сделать, вырезать и сшить, если вам так будет удобнее ориентироваться. Потому что тут получился край такой бесконечный достаточно. Да, пожалуй, наверное, мы так и сделаем. Вырезать и сшить, чтобы у нас были четкие точки. Можно, конечно, их было бы просто поставить, но так мы сможем прям вот идеально настроить шовчик. Вот, и теперь через свободное сшивание мы сошьем вот эту часть с вот этой. Стараемся в данном случае пришить нашу вот эту юбку к верхней юбке, раз уж мы разрезали, а не к нижней. И нам также потребуется на вот этих слоях и даже, наверное, на вот этом. У нас оно будет стоять нулевое, значит, нам здесь нужно будет поставим единицу, а здесь мы поставим двойку. Тогда будут правильно слои пришиваться. Помимо этого у нас еще здесь вот не пришито. Тоже аккуратненько пришиваем. Вы можете просто шов нарисовать и пришить к нему, но я вот решила сделать с вырезанием. Делаем симуляцию. В быстрой симуляции у нас опять все забагало, но мы пока что вытянем на этой части все как надо, а потом уже включим нормальную симуляцию и с разморозкой даже, скорее всего. Да, в быстрой симуляции прям очень сильно лагает ткань, но это мы скоро поправим. Вот, включаем обычную симуляцию. У нас ткань сразу начинает уже больше приходить в себя. Немножко ей дадим свободы, так сказать. Здесь вот на складочках все равно оно бунтует. Но это потому, что у нас остальное все заморожено. Мы должны это все разморозить. Сейчас начнется бунт. Еще, возможно, я и сшила не очень корректно. Но в общей сложности, думаю, вам понятно, как это сделать. У меня не очень корректное получилось сшивание здесь. Можно попробовать по фасту сделать. Да, по фасту он разобрался быстрее здесь. И еще раз можно отодвинуть. В заморозке работать удобно, но бывают случаи, когда вот слишком детализировано, может быть не очень удачным. Комбинируем,
Переключаемся. Да, скорее всего, у меня здесь идет конфликт швов, не очень хорошо сшила. В целом, вот так. Здесь еще можно половинки вот так вот добавить, чтобы было более эпично. Ну, в целом, вот такая юбка. Я сохранила только предыдущий вариант, потому что он мне больше нравится. Мы можем здесь через Ctrl-A выделить и нажать Delete, все это удалить. Здесь тоже выделяем, удаляем. Далее импорт. Imported нам нужен вариант. Вторую юбку мы сейчас просто быстренько пробежим. То у нас уже по времени сколько? У нас 40 минут уже урок. Я его планировала немножко быстрее провести. Тоже автоматическое. Поматерился. Вот у нас юбка эта. Выделяем, немножко подкрашиваем, чтобы было удобнее ориентироваться. И теперь можно попробовать эту юбку не через круг пойти делать, а, например, через полигональное отстраивание. Накидать как-нибудь вот так примерную форму. Ctrl-C, Ctrl-R. Через Shift. Снова Ctrl-C, Ctrl-R. Здесь симметрию сшиваний. Тут тоже симметрия. Сшивания нажимаем. Здесь это дело флипаем. Горизонтали. И думаю, нам понадобится его немножко приподнять, чтобы он на нашу верхнюю вот эту часть более хорошо сел. Можно еще даже наклонить вот так. Здесь тоже втаскиваем, немножко наклоняем. Может быть, слишком наклонила, ну вот примерно так будет. Далее нам нужно сгладить вот эти вот края, которые мы тут создали. Делаю в этот раз больше на скорую руку, чем прошлую юбку, потому что это такой вот буквально грубый очень набросок, чисто чтобы показать общий принцип. Здесь через сегмент серединку сшиваем, а вот боковушки мы будем через свободное сшивать. Думаю, примерно отсюда и сюда. Да, получилось ровненько. У меня музыка кончилась. Моментик. Продолжаем. Так, запись идет. Так, теперь, думаю, в быстром, скорее всего, сделаем. Немножко маловат размер по ширине получился. Это, в принципе, ожидаемо. Тогда здесь и здесь выделим. И с шрифтом немножко растянем. Думаю, вот так должно хватить. Ну и немного растянем подальше. Уже получше, но все еще не то. Вот эту часть здесь точку я вообще бы удалила. Она выглядит не очень. Через кривую лучше добавить здесь формочку вот так. И думаю, вот эти вот части, скорее всего, у нас ругаются на размер.
можно. Ладно. Тогда вот тут растянем еще немного. Что-то более близкое. У нас... Нет, здесь надув не включен, насколько я вижу. Да, без надува. Пластики тоже нету. Может быть, разве что ткань попробовать другую. Да, вот она уже не так сильно взъерошивается. По бокам мне, в принципе, нравится, как получились эти складки. Их можно даже оставить. Но у нас получилась большая нехватка ткани здесь. Можно сделать это вот таким методом. И через кривую добавить окружности. Да, вот уже намного лучше. Поскольку у нас быстрое проигрывание сейчас стоит, тут ткань зажевывается довольно сильно, но в целом неплохо. И похожую операцию проделываем спереди, но только не так сильно. Где-нибудь так примерно. И вот так. Да, вполне неплохо. Включаем нормальное проигрывание. Здесь также важен вариант насчет складок посередине, но в то же время я бы здесь рекомендовала делать риг не на ноги, то есть знаете, вот эти статичные юбки, которые неважно как ты наклоняешься, они в принципе как такой колокол вокруг вас вьются. Здесь такой риг больше подошел бы, чем со сгибом ног. Но можно заморочиться, если вы собираетесь сделать сгиб ног, то тоже постарайтесь сделать, чтобы посередине у вас было минимальное количество складок, потому что иначе после рига это будет некрасиво смотреться. Вот примерно такая юбочка у нас получилась. То, что у нас сверху здесь такой вот сильно задрано, можно это тоже попробовать решить по-быстрому. Но сначала сделаем, поскольку это у нас тот же самый проект, то Save As, сохранить как, и здесь новые названия даем. Вот, сделаем немножко здесь пониже и немножко пошире. Так примерно. И, наверное, немножечко кривой выделим. Вот так. Да, вполне. Вот. У нас получилась весьма симпатичная юбка. В следующий раз мы к ним вернемся, когда будем проходить, собственно, риг юбок, который я обещала вам. Кроме того, думаю, подойдет еще сделать какую-нибудь простую юбку, не такие изощренные варианты, а простую, достаточно короткую юбочку. Просто вот так вот сделаем ее по-быстренькому, потому что эти варианты юбок более востребованы, больше нужны и в принципе не менее проблематичны. Но у них достаточно похожий принцип рига, поэтому мы их просто так быстренько пробежим в нашем уроке. Также Ctrl-C, Ctrl-R нужно сразу засимметричить, чтобы потом не прожимать снова. Ctrl-C, Ctrl-R. Липаем.
С задней части можно их всегда немножечко приподнимать, чтобы у нас попку хорошо облегало. Тоже делаем через свободное, здесь через сегмент. И проигрываем. Вот, в целом у нас такая юбочка вышла. Здесь можно немножко пустить. Так. Все, вот на такой юбке, чисто символической, мы и затестируем еще один вид рига. На более мелкой юбке 20-очка выглядит уже не так страшно. Как вы могли заметить, я не использую ремеш автоматический. Да, он, конечно, соблазнительный, очень соблазнительный, но на самом деле он создает кучу проблем в последующей обработке одежды. Поэтому мы его не применяем. Делаем тоже Save As, Project. И здесь у нас будет третий вариант юбки. Все, на этом мы завершаем сегодняшний урок. Он довольно так быстро, в быстром темпе шел. Не забывайте подписываться. Жду вас в донатной подписке особенно. И мы уже совсем скоро будем разбирать риг этих юбок непосредственно для SL. И я уже завтра постараюсь записать платный урок. Пока до конца не решила, о чем он будет, но скорее всего он будет точно так же по МДшке. Будем разбирать что-нибудь вкусненькое, сложненькое и интересное. То, что не так просто найти на просторах бесплатных уроков. Всем до встречи, всех целую.